Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый творческий влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Этот влог я планирую снимать несколько дней, а может быть и неделю, по чуть-чуть, фрагментами. Сейчас уже вечер, я легла спать, но я хочу что-нибудь, возможно, повязать. Я сейчас тут перебирала всякие запасы, нашла набор крючков из Fix Price, ну, решила наконец-то их открыть. Этому набору уже довольно-таки много лет, ну, не менее 3 или 4. А так у меня много разных крючков. Также я взяла вот такую вот пряжу. Я не знаю, что это за нитки, тут уже этикетки нет. Ну, не знаю, может быть, что-то сейчас повяжу. Кстати, в предыдущих влогах я показывала гетры, которые я связала. Я их активно ношу. Вот. В принципе, очень довольна. Провязала еще ряд, втянулась. Мне вообще нравится, как получается. Может быть, даже довяжу ее до конца, накрахмалю, наверное. Но самое главное, чтобы в Леонардо были нужные мне цвета, хотя эти я тоже, мне нравится этот цвет. Я покупала нитки давно, но в любом случае мне нравится. Но главное, чтобы то, что я себе представляю, было в продаже. И главное мне понять, как вязать то, что я увидела. Не, ну, понятно, разберусь, естественно. Вот. Но там много где чашечки стоят, и серединка не видна. Ну, естественно, что начинают-то так. Ну, дальше можно догадаться. Просто мне безумно нравится. Там еще надо понять, допустим, цвета в Леонардо есть любые ниток. Главное понять, и там написано хлопок, но толщина нити. Все-таки, мне кажется, там нить потолще. Вот. Потому что эти все такие воздушные, а там вообще и вязка более... А может быть, она просто более плотная. Не знаю. Ну, пока я так вспоминаю все дела. Но мне нравится. И, кстати, да, я купила канву 50 на 50. Это вот имени Кирова. ПНК. Что-нибудь хочу повышивать. Не сказать, что я прям фанатка вышивания, но в целом мне нравится. Давно я этого не делала и, наверное, была бы не против. В теории мне не очень интересно вышивать маленькие всякие картинки. Хотелось бы вышить что-то основательное. Я даже нашла сайт, где можно любую фотку загрузить и получить схему с подбором ниток, все дела. Но, ну вот, например, этой канвы там нет, ладно, это не проблема. Нитки разные есть, и в том числе, которые у меня. А у меня тоже имени Кирова, вот, но у меня старые нитки, и на них нет номера. Причем там у меня есть как новенькие с этикетками, так и всякие просто мотками, даже что-то запуталось. Ну, понятно, что можно докупить без проблем. Ну, посмотрим. На самом деле, посмотрим. Но я еще просто не решила, что конкретно я хочу. Скорее всего, те нитки, которые у меня есть, я их оставлю. Буду покупать для вязания новые. И когда что-то будет заканчиваться, я буду брать из старых, потому что будет уже, ну, наглядно, так сказать, пример наглядный. А может быть, я, когда поеду в Леонардо, я возьму понемногу ниток с собой, цвета, и чтобы было понятно, какой номер. Ну, посмотрим, короче.
Я выбрала одну картинку, которая мне понравилась. Мне хотелось бы вышить, конечно, пейзаж какой-нибудь зимний, но еще одна иллюстрация мне понравилась, поэтому, в общем, как-то так. Собираюсь я сейчас поехать пошопиться в Леонардо, в Красный Карандаш, вот, и я, значит, стала думать, какие мне все-таки нитки взять, потому что, как выяснилось, узор, я думаю, я повторить смогу. Я, кстати, всегда вязала по мастер-классам, по всяким журналам, схемам, и никогда ничего из головы не делала. Это как вот, знаете, мне говорят, вот ты раскрашиваешь, ты бы лучше рисовала. Ну, рисовать я не умею, а если бы умела, я бы, думаю, я бы не рисовала, потому что вроде бы и фантазия есть, но вот в плане рисования я не знаю, что нарисовать. Ну, так и здесь. Вроде бы есть схема, понравилось, красиво связала. Вот. А тут, думаю, нужно потестировать разные нитки, чтобы иметь представление, что хоть брать, потому что у меня, вот то, что я видела на картинке, мне кажется, что там очень, плотные нитки. Ну и вот стала, думаю, надо ж посмотреть, связала, дальше. И как-то и рисунок стал повторяться, потом сообразила, как сделать поменьше расстояние, такое дело. Ладно, не об этом. А потом я стала искать еще какие-нибудь нитки. Я хотела взять просто для вязания акрил, попробовать просто по толщине. И тут как раз, не помню, куда я их дела, а недавно пользовалась, гетры вязала. Пока их искала, нашла, кстати, так забавно, наткнулась вон на пакет. А в пакете еще нитки, помимо икеевского чемодана. И тут я как-то, когда гномика валяла, сказала, что у меня несколько наборов иголок. Я их покупала, теряла, покупала еще и не пользовалась. Потому что, это вот после того, как я еще и на заказ делала что-то. А потом у меня был перерыв. Потом мне снова захотелось вернуться, но довольно вяло. Короче, я купила аж в таком пластиковом пенальчики, иголки. Ну и вот. А сейчас смотрю. Одна упаковка игл. Это как раз я, видимо, купила. Потребовалось, я не могла найти. Я пошла в магазин. Еще купила иглы. И потом как раз-таки про них тоже забыла, где они лежат. И вот когда уже реально потребовались, купила... Что тут такое? Новые. В один из заходов приобрела еще сетку для мокрого валяния, тоже лежит. Тут заодно вон крючок обнаружен. Примерно та же тема у меня была по спицам, я проходилась. Думаю, дай-ка повяжу. Надо купить спицы. Купила, положила. Пошла еще купила, еще положила. Вот так. Тут вот много еще чего интересного, и булавочки нашлись, и такие булавки. А эта ткань осталась с Алиэкспресс. Я 2 блокнота делала, еще осталось. Пенал у меня, кстати, я покупала, по-моему, в Буквоеде в Питере, такой вот. А эта ткань вот я заказывала. Вот такой блокнот, он, поскольку ткань, то я его в пакете храню. Вот такая красота, вот с этой самой. Тут вот у меня разные листы, я из ежедневника там, знаете, на бумагу наклеила те листочки, которые мне надо, а мама мне распечатала. Одно время я его очень активно с собой носила, поэтому вот потрепалась. А так вот и форзац такой, и здесь вот все как. Тут у меня календарь как раз вот 17-й, злосчастный 18-й.
Вот. Тут вот все, как я люблю. Можно какие-то заметки делать. Так вот я украшала все. Тут у меня, мне очень удобно, чтобы по часам было. Поэтому, когда занятия записывать, тут вот даты. Прям вот так украшала. А вот эта фотка, это как раз у меня появилась раскраска про Питер. Это 16-й год. И тут я как раз карандаши себе купила в Питере, лиры. А это я в Питер ездила. Ну, это я в зале. Тут вот я украшала разворот. Это что тут? Ну, мыло, да, мыло. Вот еще у меня тут так украшено. Ну и вот здесь. Вот еще я делала фотку. Мне нравится вот тут, как я украсила. Да, мы с мамой ходили в музей, усадьбу Кускова. Вот. Тут вот еще клевер такой. В общем, да. Блокнот мне нравится, но в итоге... И вот, видите, я его так, как положено, все делала. Достала нитки. Сейчас посмотрю, что у меня тут есть. Вот черных много, вот этих. Это еще прям советские совсем нитки, которые вот с советскими обозначениями. Ну, я имею в виду и ценник, и все дела. Это вот только то, что целые, потом открытые, но тоже в целом, ну, просто без упаковки. И там вот еще путаница всякая. Так что сейчас я это сфоткаю и поеду в магазин. Я сегодня, как и собиралась, ездила в Леонардо, ну и сделала некоторые покупки. Хотя, ну, по сути, для меня это было бесплатно. Сейчас все, что я вам покажу, за все это я заплатила всего 105 рублей. А покупки у меня были на 600 с чем-то. А почему так получилось? Потому что у меня промокод от активного гражданина. Те, кто живет в Москве, вы можете под видео по ссылочке пройти, ну и, в общем-то, зарегистрироваться через МОСРУ и участвовать в голосованиях, то есть там каждый день что-то, всякие новости, голосование за, не знаю, обустройство и название улиц, метро и тому подобное. Баллы копятся быстро, и, например, 1500 баллов – это 500 рублей. Вы можете обменять на поход в Леонардо, Магнит Косметик, всякие аптеки, типа столички, там еще что-то. Потом, ну, короче, там все. И карта тройка пополнение, парковочные места, всякие музеи, выставки. Ну, много всего, огромное количество, плюс всякие просто подарки. А один раз, кстати, за что-то мне дали просто так монопод. Ну, селфи-палку с Bluetooth-кнопкой. А так вот копите и можете обменивать. Там не обязательно 1500 накопить. Это просто, чтобы обменять на 500 рублей в магазины. Типа вот Леонардо, Кораблик и тому подобное. Авоська, Хофф. А там есть еще вознаграждение гораздо с меньшим количеством баллов. И это как бы полноценно 500 рублей. То есть, да, вы их не можете обменять на реальные деньги, но вы их можете потратить. Естественно, потратить надо разово. Если вы потратили меньше, остаток сгорает. Если больше, доплачиваете.
суммируется со всеми акциями, идет в накопление по карте. Ну вот, это просто, если вы не знали, вот ссылка под видео. Ну, это как бы сайт правительства Москвы, ну, как бы, в общем, все это единое целое. Значит, нитки, сейчас покажу, какие я взяла. Я взяла, значит, 2 мотка вот таких ниток. Это называется, в общем, производитель Comtex. Нитки Мотылек, серия Light. 70% хлопок, 30% лавсан. 140 метров, 50 грамм. Вот. Взяла 2 мотка. Так, что тут еще? Белый цвет, 205 номер. Ну, они прикольно смотрятся. Я не знаю, камера, наверное, не будет передавать. Но там прям вот они как бы белые и какие-то такие, как немножко блестит. Самую малость. Значит, спицы 2,75, 3,5. Крючок 3,5. Вот. То что сегодня такое? Дальше. Из этой же серии я взяла моток вот такой вот, розовый. Цвет называется, ну так и называется, мотылек розовый, 0,56. Здесь, ну, я так понимаю, тот же самый состав. Абсолютно тоже как бы розовая матовая нитка и немножко чего-то розового такого блестящего. А стоили эти нитки 69 рублей. Ну, соответственно, мне они вот как бы просто взяла. Потом я взяла еще такие голубые нитки, но когда я походила по магазину, я увидела, что есть нитки от пряжи Троицка, называется Колотея, летняя серия для ручного вязания, традиции качества с 1797 года. Ну, в общем, всем все это известно и так. Я, правда, не знаю зачем. Схватила 2 мотка, и, как можете заметить, ну, в магазине я не заметила, была очень уставшая. Потемней, посветлей. Просто, когда я сначала взяла отсюда, я взяла 1 моток. Потому что, в принципе, мне нужен был 1 моток. Ну, ладно, нитки никогда лишними не бывают. Эти нитки стоят 49 рублей. И это вот небесный. Артикул 3540. Здесь 185 метров, 50 грамм, 60% хлопок, 40% полиэстер. Значит, 4, ну, здесь показаны спицы, 4,5, ну, как-то так. Вот давайте я сфокусирую. Вот так. Фокус сходит с ума. Кому интересно, можете почитать. Мне показалось, что эта нитка тоже вполне подойдет для вязания всяких там салфеточек, тому подобное. И эти нитки, так, ярко-голубой, артикул 1228. Ну а дальше все то же самое. Следующее, что из этой же серии Колотея взяла, это светло-зеленый, ну, как написано. Вот. Такие нитки. Мне, конечно, нужен был немножко другой цвет, но, к сожалению,
я не нашла. Дальше. Вот такие нитки взяла. Это тоже пряжа из Троицка, но это уже акация. А здесь стопроцентный акрил. Акрил я очень люблю, это вообще просто моя любовь. Здесь 250 метров, 50 грамм. Цвет темно-бежевый. Странно, конечно, у них такие названия. Артикул 0602. А спицы 2,25. Вот. Тоже давайте я сфокусирую. Кому, ну, мало ли будет это полезным, хотя кто вяжет, все это и так знает. Ну, может быть, кто не вяжет и интересуется. Из этой же серии, да, начну эти нитки, я сказала, сколько стоит. Вот эти 55 рублей. И из этой же серии второй моточек я взяла, сейчас скажу, как называется, фламинго, артикул 0667. Вот такие вот нитки. Тоже красивый цвет, очень. Буду что-то вязать. В Леонардо я еще кое-что приобрела, сейчас покажу. Но для начала покажу, что я еще пряжу из Троицка, вот такую взяла. Фиалка, тоже летняя серия. Вот. Но, так, цвет тут. Здесь состав стопроцентный хлопок, вес 100 грамм. Как цвет называется, тут вроде бы не написано. 210 метров. Здесь 185. Тут 250, да, тут 210. Ну, в общем, вот такой вот салатовый, не знаю, как он там. Ну, в общем, почему взяла в Ашане? Просто была акция 59 рублей. Там этот один моточек болтался, конечно же, я взяла. Сейчас я считаю, что удача купить меньше, чем 100 рублей за моток. Это у меня точно все используется. И дальше я прошлась по мулине. Мулине, как я сказала, я собиралась брать, которые ПНК имени Кирова мулине. Огромный стенд и далеко не все, что мне было нужно. У меня иллюстрация, ну, картинка, которую я хочу вышить, там 60 цветов, но что-то у меня есть, я потом докуплю. В общем, взяла я вот такие нитки. Вот на них, конечно, уже они современные, номер есть. 5506 ниточки. Дальше 5912. Вот такие. Дайте-ка я все-таки немножечко вот так, что ли, разверну. Может быть, фокус не будет так ерундить. Следующие нитки 6606. Так. 6002. Вот они. Ну, в принципе, камера нормально передает, когда на расстоянии. 6804. Серенькие. 6806. Тоже потемнее. Так, еще я взяла 6704. Вот такие. Я просто почему этот моток схватила, аж перепугалась. Думаю, господи, вроде все внимательно смотрела. Неужели я что-то в двойном экземпляре? Следующие нитки это
2206. Потом молочные нитки. Тут еще оказывается название 0102. — 4510. Интересное название почитать. Хаки. Это я как-то люблю с раскрашиванием. Малиновый, темно-малиновый цвет. 5610. Вот. А интересно, как тут называется? Коричневый. Вот это. А тут все у них как-то так оборвано. Ну горчичный, наверное. Тут только Г и О. Горчичный, наверное. Светло СВ Ол. Ну, наверное, светло-оливковый, может быть. Чудеса просто. Серый. Странно. Ну, может быть. Этот цвет тоже получается серый. Написано. Ну, видимо, обрезано. Тут вообще ни одной буквы. Тут светло и чего дальше непонятно. А что тут у нас? Сирень. Сиреневый. Ну и так далее. Это я уже читала. В общем, такие вот небольшие покупочки. Но меня порадовали. Ну, согласитесь, особенно по современным ценам. Да, эти нитки по 15 рублей были. По современным ценам за 105 рублей получить вот такое богатство. Ну, вот уберем вот это, да, получается 105 рублей. Шикарно. Ну, плюс вот этот моточек 59. Ну, это здорово. Я еще нашла у себя, у меня есть такие желтые нитки, и есть еще такие, что-то между вот этими. Потом покажу в следующем видео. А это буду завершать. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем, в жизни, в творчестве. Пусть у вас всегда будет тепло и на душе, и в доме. До скорой встречи. Пока-пока.